Как платить 5% налога в Польше? В этом видео я дам вам ответ на этот вопрос. Меня зовут Стас, я 9 лет живу в Польше и развиваю бизнес. В этом видео мы поговорим про IP-Box. Что такое IP-Box, как получить льготы. И основная суть видео в том, чтобы платить 5% налога. И давайте начинать, вот прям сразу обсуждаем. Итак, друзья, IP-Box переводится как Intellectual Property, интеллектуальная собственность. Ну типа бокс, коробочка с интеллектуальной собственностью. Программа была придумана в 2018 году польской господаркой, чтобы как-то всперочь, да, то есть мотивировать предпринимателей на инновации и на розвой бізнесу. Суть в том, что если твоя деятельность, твоя діяльність дотичить діяльності бодавчо-розвойовому, то есть у тебя какая-то исследовательская деятельность и разработка, ты можешь получить такую вот пільгу, то есть вот такую вот льготу. Суть льготы в том, что у вас есть, эту льготу можно получить и на компанию, и на ЙОДГ, и у вас есть в рамках компании ЦИТ, Corporate Income Tax, в рамках ЙОДГ есть PIT, Private Income Tax. Так вот, и там можно эту штуку обнижить, то есть обнизить до 5% от чистой прибыли. Вместо 9 на компании вы будете платить, или 19, кстати, вместо 19, да, в рамках компании вы можете платить 5%. Если у вас, допустим, податок линёвый в рамках ЙОДГ, то вы можете платить вместо тоже 19% 5%. Мне кажется, очень классная скидка. Давайте разбираться, как она работает. Я вам дам базу, с которой вы можете дальше идти гуглить. Вы можете приходить к нам, мы можем вам всю эту историю настроить. Там есть несколько вещей. Там в первый год подается декларация и верификация этой всей интеллектуальной собственности. На второй год это уже чуть проще все работает. Поэтому сами, либо с нами можете дальше в это все нырять. As deep as you can. Итак, как работает система? Сперва ты платишь полную ставку, а потом в конце года ты подаешь дополнительную декларацию, и тебе возвращают эти деньги. Это немножко неудобно, это может составлять неудобства с расчетами, да, то есть там вы же должны все равно вести книгу доходов и расходов, да. Но тем не менее, эта акция есть, вы сначала платите, допустим, 9% от чистой прибыли, и потом подаете декларацию, и вам делается перерасчет, и потом вам возвращают 4 вот этих вот процента. Ну, если эта сумма большая, да, если у вас там чистая прибыль, условно, миллион, да, то 4%, ну, как бы интересно, можно вернуть. Ну да, по факту, в худшем случае вы также заплатили, как и платили бы, да, там ваши налоги, а если все хорошо и вы все сделаете правильно, с нашей помощью, например, то вы вернете себе 4%. Давайте обсудим, к чему это относится. IP-Box дотичить квалификованных прав власности интеллектуальных. IP-Box касается квалифицированных прав, авторских прав и интеллектуальных прав. Давайте обсудим, что это. Первое. Патенты. Прав з реєстрації взоров промысловых. Например, это какой-то промышленный MVP, да, который вы создали, то есть некая конструкция промышленная, инновационная плитка, которую вы придумали, или еще там что-то. Да-да-да, вот правильно мы тут обсуждаем. Это все в том числе под стартап. Это тоже какие-то скидки и бонусы для стартап-индустрии, потому что любая страна хочет конкурировать на поприще технологий. Да? Любая нормальная страна. Ребят, полный список я размещу под видео. Давайте я вам еще парочку штук, которые будут ценны для вас, да, зачитаю. Авторские права, связанные с лечебными продуктами. Авторские права какие-то и инновации, связанные с рослинным бизнесом. То есть рослины — это как перевести? Авторские права, связанные с растениями. Последнее, то, что касается IT-индустрии, авторские права на компьютерные программы и в том числе на код. Которые из этого вытекают, это авторские права на код в том числе. Соответственно, сейчас у всех IT-компаний и у программистов там должна загореться лампочка, потому что это про вас. И в целом дальше я буду говорить все с призмы именно программирования и IT-индустрии, IT-стартапов, потому что
Ну, это большинству из вас подходит. Мало кто из зрителей разрабатывает инновации в теме растений. Возникает вопрос, какие есть конкретные условия для именно IT-индустрии? Давайте зачитывать. Итак, первое. Проведение діяльності бодавчо-розвойової. То есть нужно вести вот эту вот исследовательско-развивательскую деятельность. Wytworzenie kwalifikowanego IP, на przykład авторского права до программы компьютерового. Собственно, создание квалифицированного IP — это интеллектуальная собственность, да? Создание программ интеллектуальной собственности, где есть авторское право, и, собственно, это какие-то там компьютерные программы, да, могут быть. Дальше. Узискання доходу і страти з квалификованного права властности интеллектуальной. Получение доходов и расходов, связанных с созданием вот этого авторского права, этого программного кода. Понесение выдатков, то есть в том числе должны быть какие-то целевые расходы, потому что это не работает так, что вы получили доход по авторскому праву, да, и хотите под 5% это зафиксировать, и у вас типа как бы не было расхода. То есть у вас должен быть, вы создаете какую-то программу, там возникает авторское право, это ваш доход, например, там 1 000 000 злотых, но чтобы это сделать, у вас должен был быть какой-то расход. И это все там нужно будет дальше считать, мы с вами сейчас обсудим, как это работает. В общем-то, вот такие вот условия для именно индустрии IT. Полный список всех квалификаций, которые нужно будет выполнить, и вообще отдельный PDF, где выписан закон и все условия, вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка на который под этим видео. Как это работает на практике? Да? То, что это все какие-то польские слова, непонятно. Работает это таким образом. У вас есть IT-компания, или вы как IT-предприниматель, программист. Да? Есть часть деятельности, которая может подходить под квалификацию интеллектуальной собственности. Или, может быть, вся ваша деятельность подходит под эту квалификацию. Вы начинаете это делать, получаете от заказчика либо клиента фактуру, инвойс, он вам оплачивает услугу, вы начинаете ее реализовывать. Авторские права переходят потом к нему. Чтобы реализовать эту услугу, вам нужно было понести какие-то расходы. Вы их тоже понесли. Ну, например, нанять еще кого-то, сделать какой-то субподряд, сделать какую-то исследовательскую деятельность, связанную с этим и так далее. Дальше. Вы весь год платили нормальный ваш ПИТ или ЦИТ, да, тот, который должны были платить. Дальше. Внимание. Вы подаете заявку на то, чтобы сделать вот этот первый возврат, и вам нужно в первый раз, когда вы это делаете, вам нужно правильно квалифицировать эту деятельность сейчас я вам зачитаю, подать заявление на индивидуальную интерпретацию директору национальной налоговой информации. Есть у них тут такой директор. И в первый раз вы подаете свою интерпретацию. По сути, это выглядит таким образом. Вы подаете вашу книгу доходов и расходов, да, где написано, за какую деятельность вы хотите получить IP-бокс, да, вы хотите получить возврат. И вы подаете некое такое письмо от себя, его подготавливают юристы, мы с партнерами можем вам это помочь сделать, где написана интерпретация, по сути, это такое некое повествование на тему того, что вы делали, какой продукт разрабатывали, какое исследование делали. В первый год вот такая вот волокита, это все принимается, и потом принимается решение, возвращает ли вам IP-бокс, делает ли вам возврат или нет. Во второй год это уже проще, вы только бухгалтерскую отчетность будете подавать, и все. Вот таким образом, друзья, это выглядит. Возникает вопрос, стоит ли пользоваться IP-боксом или нет, и сколько вообще эта вся история стоит. Ну, понятно, эта история не для микробизнеса, да, это малый и средний бизнес. Она выгодна тогда, когда вы понимаете, что вы будете фиксировать чистую прибыль, то есть вы не будете убыточны в этом году. И она выгодна тогда, когда вы точно знаете, что вы выполните все критерии квалификации, вас квалифицируют, и вы сможете точно вернуть вот эти проценты, да, то есть получить 5% IP-бокса, заплатить 5% налога вместо какой-то другой ставки. Расходы. Сколько это удовольствие стоит? Средняя цена по рынку это где-то 5000 злотых на подготовку комплекта документов по IP-бокс в первый раз. Дальше потом это дешевле, это от 1000, наверное, до 2-3 тысяч злотых это будет стоить потом. Поэтому если ваш возврат налога меньше, чем 5000 злотых, то вам нет смысла платить юристам за IP-бокс и за всю эту катавасию.
Если же эта сумма большие, если это там 50 тысяч злотых, то понятно, 5 тысяч отдать кому-то, чтобы вам помогли это все заделиверить, да, довести до ума, логично, что имеет смысл. Вот такие вот, друзья, нюансы. Их там еще много. Есть еще разные ниши и сферы бизнеса, где это тоже можно применять. Если вам интересно, напишите, как всегда, под видео. Конечно же, если вам интересно открыть компанию в Польше или ИП с нами и получить классный сервис, хороший продукт, обращайтесь к нам. Снизу есть тоже все ссылки. Хорошего вам бизнеса в Польше и низких налогов.